В этом видео мы продолжим изучение фреймворка React и библиотеки Leaflet для построения картографических приложений и пройдем такую тему, как функциональные компоненты, а также научимся в приложении, то есть на карте, нарисовать кластеры из маркеров. Давайте начнем, как обычно, рассматривать наш код. Начнем опять с файла app.js. То есть, как мы видим, здесь компонент карты подключается из файла map.geojson-markers, а именно отсюда. И мы можем посмотреть, что входит в данный файл. В данном файле у нас возвращается, как обычно, карта. У нас возвращается widget basemap из предыдущего видео. И также у нас возвращается компонент GeoJSON-Layer, но только в том случае, если состояние GeoJSON-Visible равно true. По умолчанию, как мы видим, оно равно false. То есть, если мы обновим нашу карту, наше приложение, то у нас по умолчанию будет только один маркер, который создается отдельно, вне компонента GeoJSON-Layer. То есть, вот он создается, маркер с всплывающим окном. Теперь же, когда мы хотим увидеть компонент GeoJSON-Layer, который мы рассмотрим чуть подробнее, чуть попозже, мы должны изменить состояние GeoJSON-Visible. То есть в данном случае, как мы видим, у нас есть виджет, который состоит из лейбла и инпута, и называется он Toggle GeoJSON. И input представляет собой чекбокс стандартный, у которого есть value, которое как раз равно this state GeoJSON visible, и у которого есть атрибут onChange, то есть метод, который будет срабатывать при изменении value на данном инпуте. This on GeoJSON toggle. Вот метод, который сработает. Смотрим на него. Опять-таки, самое простое, что здесь может быть, то есть здесь просто меняется состояние GeoJSON Visible и указывается, проставлена ли галочка или не проставлена галочка на данном инпуте. И все, как только состояние изменилось, у нас изменилось this state GeoJSON Visible, допустим, оно стало true, и у нас отобразился компонент GeoJSON Layer. Или же наоборот, оно стало false, и GeoJSON Layer отмаунтился из дом дерева. То есть, опять-таки, мы это все быстро пробежали, потому что на прошлых занятиях, на прошлых видео мы уже это разбирали, то есть, что такое state, как его менять, что такое setState. То есть, еще раз быстро, у нас есть состояние у MapComponent. Одно из свойств называется GeoJSON Visible, по умолчанию оно false. От него зависит, будет ли показываться и рендериться компонент GeoJSON Layer или не будет. И, соответственно, меняется оно в виджете Toggle GeoJSON, который имеет атрибут onChange, равный методу this on GeoJSON Toggle. И в нем просто меняется состояние свойства GeoJSON Visible. И все. Теперь рассмотрим, что такое, собственно, GeoJSON Layer. То есть это наш компонент, как можно догадаться, который импортируется из файла GeoJSON Layer Func. И ему передается два свойства: URL places.json и cluster. В данном случае это булево значение true. То есть это два пропса, которые прокидываются в компонент GeoJSON Layer. Можно сразу открыть файл places.json, то есть мы увидим наш знакомый GeoJSON, то есть структуру GeoJSON, где есть features, и у каждой фичи есть набор свойств, то есть properties и геометрия. И, соответственно, у каждой геометрии, в данном случае это точка, то есть point, и координаты состоят из двух величин, то есть массива из двух величин. Вот, собственно, и все, что нам надо знать про файл places.json. Дальше он просто будет подключаться как данные. Итак, давайте перейдем в файл GeoJSON Layer Func, откуда импортируется компонент GeoJSON Layer, и посмотрим, собственно, как он создается и из чего он состоит. Итак, по факту мы здесь что видим? Стандартные импорты из React Leaflet, которые нам нужны, а именно маркер, фичи группы, pop-up. И еще мы видим библиотеку React Leaflet Marker Cluster
из которой импортируется маркер cluster group. Сразу отметим, что данный класс, данный компонент, он не работает с версией React Leaflet больше 2. То есть, видите, мы в файле package.json, который устанавливает зависимости нашего приложения и который скачивает необходимые библиотеки при команде yarn, мы установили здесь версию 1.9.1 у библиотеки React Leaflet. Это еще раз сделано для того, чтобы отработал верно маркер cluster group. Опять-таки, можно все это прочесть в справке. То есть вот у нас есть React Leaflet marker cluster, у него здесь есть dependencies, то есть зависимости. То есть здесь все можно прочесть, и, конечно, ссылки будут под видеозаписью. Итак, вернемся в код. Собственно, все, что нам нужно, уже импортировано. Теперь смотрим, из чего состоит сам код, какие функции, какие методы. Во-первых, это функция fetchData, которая нам уже знакома из предыдущего видео. Ну и основное, на что здесь следует обратить внимание, это именно функциональный компонент GeoJSON Layer, который здесь создается, как мы видим, при помощи функции. То есть во всех предыдущих видео мы работали с компонентами, созданными в виде классов, а в данном случае мы работаем с функциональным компонентом, то есть у нас происходит экспорт по умолчанию функции GeoJSON Layer, которые на вход как раз принимают два наших пропса – URL и cluster. То есть если мы вернемся в файл map.geojson-markers и посмотрим на вызов компонента GeoJSON Layer, то мы видим URL и cluster являются пропсами, которые передаются в данный компонент. Таким образом, мы в функции в качестве параметров получаем два данных пропса. Что происходит дальше? Здесь есть такие функции useState и useEffect. То есть это так называемые хуки, которые позволяют достучаться до состояния компонента и до его жизненного цикла. То есть, что такое useState? Данная конструкция const dataSetData равняется useState обозначает то, что мы создали локальный state под названием data, и его значение будет равно пустому массиву. И тут же создался метод setData для изменения состояния данного свойства, то есть свойства data. То есть setData будет аналогом this.setState data двоеточие новый какой-то массив. Таким образом, мы написали строчку, которая еще раз по факту создала local state со свойством data, равное пустому массиву, и метод setData, который будет изменять данный state, то есть данное свойство стейта локального. Дальше мы сталкиваемся с функцией useEffect. То есть useEffect, она по факту вызывается при маунчивании или при удалении элемента из DOM-дерева. То есть если у нас компонент появляется в DOM-дереве, срабатывает useEffect. Если он оттуда исчезает, то тоже применяется useEffect. В данном случае здесь в методе функции useEffect указано следующее, что если к нам пришел props URL, в таком случае мы отправим запрос к этому URL. И теперь обратим внимание на следующее. Если наш запрос не успеет отработать до того, как мы выключим наш компонент, то он все равно отработает, и в таком случае будет какой-то некого рода конфликт, то есть мы уже отмаунтили компонент, запрос отработал, он должен изменить там локальный state, как мы видим, через setData. И именно поэтому мы здесь используем abort-контроллер, то есть мы связываем наш запрос к данному URL с объектом класса abort-контроллер, который по факту прервет запрос при отмаунчивании компонента. То есть если в useEffect есть return, то он сработает, то есть то, что написано в return, сработает, когда срабатывает component will unmount. То есть по факту аналогия return в функции useEffect, она аналогична методу component will unmount и тому, что в нем написано. То есть в данном случае, как мы видим, у нас прерывается запрос, который отправлен на URL, и никаких конфликтов у нас не возникает при отмаунчивании компонента, то есть при удалении его из DOM-дерева. И
Также мы видим здесь некую конструкцию, то есть у нас useEffect также принимает на вход массив пропсов, от которого он зависит. То есть по факту только при изменении данного пропса будет срабатывать данный алгоритм. То есть мы могли бы написать еще один useEffect, который зависит от другого пропса с другим алгоритмом. И таким образом это сделано для того, чтобы при сохранении того же самого URL мы не отправляли бы постоянно запросы. То есть в данном случае это сделано для того, чтобы мы отправляли только новый запрос в том случае, когда у нас изменился сам URL. Еще раз, по факту функциональный компонент, он уменьшает количество кода и упрощает конструкции, которые мы используем для написания кода. То есть здесь все интуитивно понятно, что когда вызывается, что за что отвечает, какие хуки здесь есть. То есть хуки — это по факту вот как раз эти функции useState, useEffect, то есть те функции, которые введены для управления состоянием или там жизненным циклом компонента по факту. И все. То есть в данном случае вот весь код без создания классов, используя функциональный компонент, то есть используя функции, у нас создается. То есть вот мы создали state без всякого конструктора, без лишнего кода. Мы создали useEffect, то есть когда у нас компонент будет перерендериться, то есть жизненный цикл компонента по факту. И дальше нам осталось только использовать то, что мы получили. По факту в useEffect мы отправляем запрос на URL и изменяем свойство data на те данные, которые к нам пришли. То есть, опять-таки, fetchData — это функция, которая отправляет запрос на URL и в ответ получает features, то есть data features из нашего JSON, то есть из places.json. Он получает вот этот вот массив фичей. И, соответственно, наше свойство data становится равно массиву фичей из файла places.json. Теперь мы создаем переменную group_component, которая будет отвечать за то, каким образом у нас будет отображаться слой маркеров. То есть слой вот этих точек из файла places.json. Он либо будет отображаться с помощью marker cluster group, либо просто как feature group. То есть сначала посмотрим, как это выглядит на карте. Мы изменим значение динамического свойства cluster на false. То есть мы здесь говорим, что мы не хотим отображать их с помощью кластеров. И включим GeoJSON. И мы увидим, что никаких кластеров у нас на карте нет, у нас везде точки. И, соответственно, изменив значение свойства кластер на true, мы получим кластера. То есть обычный стандартный leaflet кластер. Таким образом, посмотрим, как это работает. То есть у нас есть group component, который как раз возвращается у нас в функциональном компоненте GeoJSON Layer. И в нем что происходит? Мы для каждой фичи из нашей дейты, то есть из нашего состояния локального, при помощи метода map мы для каждой фичи возвращаем маркер, и внутри которого есть pop-up. И у маркера, естественно, в качестве атрибута есть position, то есть это f geometry coordinates, то есть вот это свойство, которое равно массиву по факту координат. И здесь используется метод reverse, чтобы не перепутать широту и долготу. То есть вместо group component подставится либо marker cluster group, если значение cluster равно true. То есть в таком случае var переменная group component будет равна marker cluster group, а в таком случае она будет равна feature group. То есть group component изменится на feature group. Вот так. То есть если кластер будет равен false, вот здесь вот написано cluster, то значение group component становится feature group, и по факту вот этот вот компонент меняется на feature group. То есть при помощи передачи через props под названием cluster значение true или false мы по факту меняем способ отображения наших точек на карте. Либо через маркеры, которые у нас импортированы, либо через feature group, который тоже импортирован. То есть данная запись, вот такая, означает следующее, что мы проверяем на значение true либо false выражение, указанное до вопросительного знака, и при значении true сработает
левое от двоеточия выражение, то есть маркер cluster group, а при значении false сработает правое от двоеточия выражение, то есть feature group. Таким образом, если кластер у нас равен true, срабатывает маркер cluster group, если кластер равен false, срабатывает feature group и подставляется в виде названия компонента. Также здесь стоит отметить, что внутри попапа мы использовали close button равно false, то есть у нас не будет крестика при открытии всплывающего окна. То есть на обычном маркере у нас всегда есть крестик, а если мы хотим его убрать, мы просто используем атрибут close button равно false, то есть крестика здесь нет, и при любом клике на карту всплывающее окно исчезает. И также необходимо отметить, что внутри pop-up мы можем возвращать разметку в виде JSX, как мы видим, используя там стандартные какие-то теги HTML, типа bold или p или div. И, конечно, мы можем использовать какие-то свои стили, классы и настраивать потом стили. То есть здесь вот сейчас мы сделали background color red и цвет текста белый. То есть если мы сохраним, то у нас всплывающие окна станут оформлены вот в виде такого стиля, который мы им задали. То есть по факту сам каждый маркер оформлен абсолютно понятно как. Pop-up внутри каждого маркера, у маркера есть position, и создастся столько маркеров, сколько фичей у нас в нашем GeoJSON, то есть в локальном state data. То есть таким образом сегодня мы прошли, что такое функциональный компонент, мы прошли, как создать кластеры с помощью библиотеки React Leaflet, то есть какая версия библиотеки нам нужна. И также отметили, что можно создавать содержимое инфо-окна при помощи своей собственной разметки и стилей. Давайте еще раз пробежимся по коду, то есть рассмотрим, что у нас происходит в коде. Быстро очень пробежимся по файлу map GeoJSON markers, то есть у нас есть состояние GeoJSON visible, от которого зависит появление или удаление компонента GeoJSON layer. Соответственно, GeoJSON visible, состояние GeoJSON visible изменяется при методе onGeoJSON_toggle, где по факту используется метод thisSetState. То есть данный файл map.geojson markers, он создан на основе классовых компонент. Как мы видим, то есть создается класс, map component, extends react component. Здесь создаются свои стейты с базовыми значениями. И дальше идет жизненный цикл компонента. Теперь же, что происходит в файле GeoJSON layer func, здесь мы используем уже функциональный компонент, используем хуки, то есть функции, которые отвечают за взаимосвязь со стейтом нашего компонента или же с жизненным циклом нашего компонента. И в нем мы создаем локальный state data, метод setData для изменения его. То есть если мы хотели создать еще один какой-то state, мы бы просто использовали, ну, допустим, здесь напишем слово count, здесь напишем 0. Таким образом, новое состояние у нас бы создалось, оно бы называлось count, и его бы стартовое значение было бы нулем. В данном случае у нас есть состояние data, его изначальное значение равно пустому массиву. По факту это наш будущий массив фичей, то есть изначально у нас он пустой, у нас ни один маркер не отображается на карте. Но после примаунчивания компонента, по аналогии с component didMount, у нас идет запрос к URL, то есть к нашему файлу places.json, и нам возвращается массив фичей, то есть data.features. И опять-таки отметим, да, что при отмаунчивании компонента, то есть аналогии component will unmount, у нас сработает то, что написано в алгоритме return, в функции useEffect. То есть в данном случае здесь прерывается запрос к нашему массиву фичей, то есть к нашему файлу JSON, чтобы не возникало дальнейших конфликтов. И в дальнейшем у нас просто отрисовывается компонент, либо маркер cluster group, либо feature group, в зависимости от пропса cluster, то есть от значения пропса cluster true или false. И все маркеры попадают внутрь данного компонента, и, соответственно, они отображаются либо в виде кластеров при значении кластера равном true, либо в виде обычных маркеров при значении кластера равном false. На этом все.
То есть весь код, естественно, будет на GitHub, ссылки на хуки, ссылки на React Leaflet Marker Cluster будут под видеозаписью. Пишите вопросы какие-то, если появляются, добавляйтесь в чат в Телеграме. Скоро начнутся лекции по React Leaflet, открытые, бесплатные. То есть, опять-таки, если вы в Москве, можете на них приходить. Если вы не в Москве, добавляйтесь в чат в Telegram, и тогда будете получать их своевременно, то есть записи с лекций. Можно будет писать вопросы в этот чат,